И сегодня, наконец, мы вам покажем. Мой муж будет готовить, я буду снимать, я буду за камерой в этот раз. И если вам интересно, оставайтесь с нами. Сегодня будем готовить, мой муж будет готовить Irish stew, ирландское стью. Сразу хочу сказать вам, что это будет оригинальный рецепт. Если вы хотите что-то добавить, вы можете добавить. Но оригинальный рецепт очень простой. Делается очень просто. И надеюсь, вам понравится. Оставайтесь тогда с нами. И давайте, поехали. Для нашего стью нам будет нужно, но мы купили вот 4 стейка, 12 средних картофелин. Видите, да? Ну, там некоторые побольше, некоторые поменьше. 2 большие луковицы и где-то 5, в зависимости от сайза, ну, 5 морковок. Ну, сначала мы начинаем резать лук. Режем мы его квадратиками. Вот. И вот эти все 2 луковицы, как бы мы огромные, мы нарезаем квадратиками. Ну, у нас уже они наполовину порезаны. Как бы немножко, чтобы сократить нам время. А потом мы начинаем нарезать. Ну, Грэйм немножко, в принципе, знаете, как они нарезают это как гуляш. Можно даже купить гуляш. Это будет, наверное, самый лучший размер для ирландского стью. Но Грэйм предпочитает резать его так. Еще и нож схватила немножко не совсем острый. Наверное, как вы уже заметили. То есть он режет квадратиками. Но вообще мы купили стейки. На самом деле мясо с жирком тоже подойдет. Как я уже упомянула, как гуляш, мне кажется, будет самый лучший вариант, наверное, у нас в России для ирландского стью. Ну, в принципе, нет никакой разницы. Картошку мы нарезаем на половинки. Вот видите, да, сейчас Грэйм нарезает картошку. И морковку тоже на квадратики. Вот, вы видите, у нас здесь вот 12 картошин, потом у нас 4 стейка, также 5 морковок порезаны на квадратики, 2 большие луковицы также порезаны на квадратики. И теперь нам нужна какая-то вот такая кастрюля, где мы можем пережарить, ну, где мы можем жарить и потом тушить тоже же, варить. У нас мы пользуемся вот этой кастрюлькой, где-то буквально 3 столовых ложки. Я думаю, что Грэйм налил больше, он постоянно делает на глаз, постоянно переливает. Вот, ну, естественно, доводим до кипения масла и выкладываем наш гуляш или мясо, короче. Вообще-то мясо не обжаривается, но мы решили его обжарить, как бы Грэйм любит обжаривать его, потому что, ну, вкуснее так получается. И теперь мы будем его как бы обжаривать, пока оно, знаете, такое румяненькое со всех сторон не будет. Ну, немножко должно оно подрумяниться. Также я хочу сказать, когда мясо начинает давать сок, и вот этот сок лучше перелить куда-то и оставить на позже, чтобы, ну, как бы добавить это обратно. Опять добавить немножко масла, потому что от сока мы избавились, от джуса, от этого, бульона, я еще не назову его бульоном, наверное. И нужно, чтобы мясо немножечко сейчас опять поджарилось как-то. И сейчас мы его поджарим немножко. После этого нам нужно будет добавить с вами лучок. Сейчас вот Грэйм добавит, наверное, лук. Он уже приготовил. Лук. И немножко пассеровать. Ну, наверное, несколько минут мы пассеруем, и потом мы добавим туда морковку, по-моему. Да, морковку, правильно. Сейчас увидим. Вообще, ну, вот сейчас уже морковка добавляется. И мы все это вместе пассеруем где-то в течение, может быть,
5-7 минут. Все это пассируем. После этого мы добавим туда наш бульон, как это назвать, то, что жидкость, та жидкость, тот сок, который мясо дало в самом начале. Сейчас выливаем туда, потому что бульон будет более насыщенный, более вкусный в этом случае. И немножечко вот он перемешивает. И сейчас, наверное, мы будем добавлять туда воду. Нет, картошку. Сначала, я извиняюсь, картошку. И потом надо будет добавить воды, ну, чтобы просто прикрыть картошку, как бы немножко. Не слишком много воды, а так, чтобы вот она чуть-чуть, знаете, может быть, где-то торчала, но чтобы более-менее было прикрыто. Ну, вот сейчас посмотрите. Ну вот, вы видите сейчас, сколько воды, где-то приблизительно так, потому что мы прикроем тоже крышку, когда крышку, она будет кипеть, то есть она вся будет как бы это самое, пропитается. И соль уже по вашему вкусу. Мы кладем sea salt, поэтому я думаю, что ее надо все-таки больше, потому что она слишком слабая. Но у каждого вкуса разные. И перцы, ребят, честно, вот буквально 5-6 на ваш вкус. Грейм кладет очень много, он любит поострее, поэтому вы сейчас посмотрите, да, не обращайте внимания, это просто его личная преференс как бы. Ну и сейчас, вот сейчас мы уже показываем после где-то 45 минут, когда это все поварилось, вот так как-то это будет выглядеть. Сейчас вы увидите это на тарелке. У нас взяло это приготовить, по-моему, час где-то. Все вместе, пока мясо станет мягкое. Естественно, все это развалилось там, но выглядит достаточно вкусно, поскольку мы мясо не кушаем. Я не кушаю мясо. Грейму очень понравилось. Is it hot? Nice though. So you like it? Yep, because I made it. You It's made very it? tasty. Окей. Ну вот, я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что некоторые из вас захотят это приготовить. Надеюсь, что это будет успешно. Надеюсь, что вам понравится. Хочу поблагодарить вас за то, что посмотрели наше видео. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку.